Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю знаменитый трендовый сейчас торт с ревенем или же песочный пирог с ревенем. Говорю здесь правильно, делаю ударение именно на последний слог ревень. Готовится этот пирог очень просто, из самых простых и доступных продуктов. Получается необыкновенно красивый, очень сочный. Для тех, кто любит выпечку с кислинкой, просто идеальнейший вариант. И сейчас в сезон ревеня это просто находка, а не рецепт, я считаю. Пирог получается необыкновенно красивым, вот с таким 3D рисунком. Все покажу, как правильно подобрать ревень, расскажу здесь все в этом видео. Сначала я приготовлю песочное тесто для основы. 150 грамм холодного сливочного масла из холодильника натираю на терке. Туда же я добавляю 8 грамм ванильного сахара, 75 грамм сахарной пудры, также небольшую щепотку соли, просеиваю туда 250 грамм муки. Перемешиваю сейчас все это, чтобы масло перетерлось с мукой и другими ингредиентами. Вы, конечно, все это можете замешивать миксером, но такой красивый вкуснейший пирог можно сделать и вообще без миксера, как я это показываю в видео. Добавляю туда сейчас одно яйцо среднего размера, желательно тоже из холодильника, чтобы вся масса была холодная. Все это перемешиваю до однородности. Тесто очень такое податливое получается, практически уже не липнущее к рукам, и убираю его в холодильник. Пока охлаждается тесто, я уже нарезаю ревень. Итак, здесь у меня 1 килограмм уже обрезанных, очищенных и промытых стеблей ревеня. Здесь нужно брать как можно более молодые стебли, то есть чтобы они не были такими экстремально широкими и большими уже. И, конечно же, красивее будет смотреться, если вы возьмете красные стебли. Я здесь делала так: килограмм я взяла и половину зеленых, где вот уже зеленая часть стебля, я срезала просто это для начинки просто в другой пирог. А полкило вот этих красных стеблей я использовала вот в этот красивый тарт. Но это уже на ваше усмотрение, вы можете также делать и из зеленых стеблей, все как вам нравится. То есть мы делаем срез по диагонали, берем себе за основу один кусочек, и боковина и срез должны быть равной длины здесь. Тогда у нас получится очень красивый рисунок. И постоянно собираем цветочек из 6 лепестков. В центр пирога будем укладывать кусочки стеблей, которые пошире, конечно же, а по бокам будем использовать самую вот эту мелочь, которая уже тоненькие стебли, где остаются. И это тоже нужно будет именно на боковинке пирога. Но в центре делаем самые красивые, конечно, и самые красные желательно выбирать. Итак, я нарезаю сейчас вот все, что у меня было красного, то есть полкило стеблей нам понадобится на эту начинку, потому что я брала килограмм, но полкило мне не понадобилось вот этих зеленых остатков. И здесь главное правило, что нужно взять ревень, который не нужно очищать, то есть он должен быть нежным, именно молодой ревень. Итак, тесто у меня уже охладилось в холодильнике, разминаю сейчас его, раскатываю скалкой. Форма у меня здесь 24 сантиметра по донышку и 28 сантиметров в диаметре по верхнему ободку формы. Я сейчас раскатала тесто в пласт примерно 5 миллиметров. 5-6 миллиметров, это уже на ваше усмотрение. Остаточки я вот так вот ладошкой просто соскабливаю. Очень удобно это делается. Вы можете в обычной форме для выпечки делать, то есть с дном разъемную форму брать. Тоже это все на ваше усмотрение. Везде можно такое тесто выпекать. Мне просто удобнее тарты всегда выпекать именно в этой форме. Вот эти остаточки вы можете их также вырубить вырубкой, допустим, треугольной или круглой, и сделать просто по окантовке также красивую окантовочку этого пирога. Я обычно убираю это все в морозилку, и потом, когда у меня собирается уже целая порция, я выпекаю новый тарт. Это быстрее всего и проще всего, либо печеньем можно испечь. И я начинаю выкладывать уже рисунок. Итак, как я уже сказала, постоянно ориентируемся на цветочек из 6 лепестков. Просто выкладываем цветочек. То есть срез и боковина должны быть у каждого кусочка одинаковыми в длину. И тогда у нас все прекрасно получится. Поэтому изначально, когда вы будете делать и нарезать этот ревень, у вашего кусочка образца вы должны сделать идеальную диагональ, по которому вы потом будете все это вырезать, чтобы у вас складывался именно этот цветочек. Сначала на доске, где вы будете нарезать ревень, вы должны попробовать сложить этот цветочек. Иначе, если у вас будет неправильный угол у этого среза, у вас цветочки будут очень некрасивые, и они будут постоянно как бы вот такие распадающиеся на вид. У меня тоже есть некоторые там неровно так срезаны, потому что все это на глазок делалось и очень быстро, но принцип, я думаю, что вы поняли.
И не берите здесь уже такой перезревший ревень. Толстые такие стебли, они здесь не подходят. То есть нужно брать молодые, очень нежные стебли, которые не нужно очищать. Либо же те, которые будете очищать, они уже просто у вас будут зеленые, и не будет того красивого вот именно рисунка, которым и ценится этот тарт. В моем случае ревень у меня здесь по сорту не экстремально кислый. То есть здесь не нужно брать вот такой ревень, который невозможно кислый есть. Нет, здесь хороший уже у меня окультуренный, скажем так, ревень, который не экстремально кислый, поэтому дополнительно я его никак не вымачиваю в сахаре. Сейчас вот эти вот боковинки, я разрезаю эти кусочки, естественно, на четвертинки, на половинки и выкладываю именно окантовочку у начинки. И тогда все получится. И все-таки хочу дополнить по поводу веса ревеня. В общей сложности красного ревеня, потому что он бывает разный по толщине именно, берите где-то 600 грамм, чтобы вам уже не ошибиться. Если у вас прям хороший такой идеальный бывает сорт, только красных стеблей. И тогда ориентируюсь здесь, что 600 грамм вам должно хватить. Но это уже очищенных всех идеально обрезанных стеблей. И сейчас готовим очень быструю и простую заливку для этого пирога. Итак, здесь у меня 50 грамм сахарной пудры. Добавляю туда 8 грамм кукурузного крахмала. Это примерно 1 столовая ложка без горки. 1/4 чайной ложки соли. 8 грамм ванильного сахара. Все это просто слегка перемешиваю, чтобы слегка крахмал размешался в сахарной пудре, чтобы не было таких сильных комочков. Здесь у меня 75 мл сливок для взбивания. Добавляю туда всю сухую смесь. Сливки у меня 30% жирности. Очень хорошо все перемешиваю. Удобнее всего это делать вот в такой мерной кружке. Сейчас я покажу почему. Туда я сейчас добавляю 1 яйцо среднего размера. Яйцо без скорлупы, вес примерно 50 грамм. И перемешиваю сейчас, вот смотрите внимательно по консистенции, иначе у вас получится некрасивая начинка. Она должна у вас литься. То есть размешивать удобнее всего либо в каком-то стакане размешивать в широком, либо в кружке просто, но чтобы эта масса очень хорошо размешалась. Эту массу ни в коем случае нельзя взбивать миксером. Пена нам здесь не нужна. Просто размешиваем до консистенции, чтобы она у нас лилась, эта масса. Вот эта начинка должна литься. Это французская заливка для всех тартов. Очень простая, очень удобная. Пирог этот получится в меру сладкий, то есть как вот сливовые пироги, как с абрикосами пироги. То есть это пирог с кислинкой. Я сейчас в процессе расскажу, как его подают. Правильно, чтобы он был сладким. Сейчас я очень бережно начинаю с края, заливаю этот пирог вот этой заливкой. Здесь, внимание, ни в коем случае больше готовить этой заливки нельзя, иначе у вас весь этот ревень покроется просто сплошной этой сливочно-яичной массой, и вы потом не увидите этого красивого рисунка уже в выпеченном пироге. Вот это очень важно здесь. Здесь идеальнейшее количество на пропорцию именно этой формы. Я вам сейчас озвучила. Вот этой заливки. Она еще немножко раздастся, эта заливка, и будет здесь все просто идеально по пропорциям. Сейчас я буду выпекать этот пирог. Первые 20 минут при температуре 200 градусов Цельсия на режиме верх-низ без конвекции на среднем уровне. И потом еще 20 минут при температуре 180 градусов Цельсия также на режиме верх-низ без конвекции. Он весь прекрасно пропекается, ревень прекрасно пропечется за это время и на этой температуре, за это переживать не нужно. Духовку во время выпечки можете открывать и смотреть на состояние пирога. Здесь это не запрещается. Вот такой красивейший пирог получается. Как вы видите, ревень я ничем не обрабатывала, то есть я его не посыпала сахаром, не карамелизировала. Здесь сладости будет достаточно. Пирог этот будет с кислинкой. Подается обычно этот пирог со щедрой порцией взбитых сливок, либо же с шариком сливочного мороженого. В кофейнях, в кондитерских всегда так подается этот пирог. Если кто-то не ест, допустим, там сливки, мороженое, то можно просто уже на каждый кусочек щедро посыпать сахарной пудрой. Уже когда все увидели этот красивейший рисунок, просто посыпается сахарной пудрой. Пирог тающий во рту, ревень весь абсолютно пропеченный. Начинка нежнейшая, дополняет песочное тесто, тающее во рту, все пропеченное. Я бы сказала, что это тарт для взрослых, это выпечка с кислинкой, с такой хорошей. Если у вас все сладкоежки в семье, и вы все-таки хотите попробовать испечь этот пирог, подавайте его сразу с очень щедрой порцией очень сладких взбитых сливок, или же со сладким сливочным мороженым, или же просто щедро посыпайте уже нарезанные кусочки сахарной пудрой, и тогда все будет идеально.
И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.